Здравствуйте, друзья! Кого не брали в НКВД? Секреты отбора в НКВД Берия не всех разрешал принимать в чекисты. Ни для кого не секрет, что прием на работу в НКВД окутан многими тайнами, что подтверждается специальной инструкцией, которая была засекречена в советское время и содержала в себе большое количество расистских и евгенических идей. При отборе на службу проверялись не только кандидаты, под тщательную проверку попадали и их супруги. Инструкция НКВД. Арон Пейсахович, издавший «Евреи в агентурной разведке» в период Второй мировой войны, писал, что Лаврентий Берия лично обозначил инструкцию грифом «Совершенно секретно». Долгое время она покоилась в архивах НКВД, а после обнаружения была представлена средствам массовой информации и обнародована. Штампы архивов подтверждали подлинность обнаруженного документа и принадлежали МВД 1949 года и ЦК КПСС 1969 года, которые были проставлены на титульном листе инструкции, представленном общественности. Яков Рабинович, написавший «Быть евреем в России», утверждал, что упомянутая инструкция содержала в себе требования, которым должны были соответствовать все претенденты для службы в органах внутренних дел. В инструкции также отражалась информация для выявления лиц, которые по каким-либо причинам не способны нести службу в силовых структурах. Рекомендательный характер носило и требование проверять всех родственников нескольких поколений, чтобы избежать на службе евреев, а также лиц, обладающих некоторыми дефектами. Определенные требования к семье. В инструкции об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР особое внимание уделено семье новоявленного кандидата. Если верить Григорию Липо-Артельяне, который является автором книги «Сталин Великий», то получить работу в НКВД не могли даже те, чьи родители были разведены, так как развод в то время был своего рода проклятой печатью, которая могла передаваться, о чем также упоминалось в инструкции. Сталин открыто заявлял о том, что семья – это ячейка общества, и только дети, выращенные в счастливом браке, могут быть полностью здоровы в психическом плане. И ведь он был прав. Посмотрите, сколько сейчас психических отклонений и по здоровью тоже в семьях неполноценных, где нет одного из родителей. Помимо этого, тщательному изучению подвергалась и супруга будущего чекиста. Анатолий Чайковский, написавший «Плен за чужие и свои грехи. Военнопленные и интернированные в Украине 1939-1953 годов», утверждал о том, что авторы, выпустившие инструкцию, рекомендовали тщательным образом собирать информацию, не только касающуюся самого кандидата, но и касающуюся семьи его супруги. Я считаю, что это правильно. Нежелательными сотрудниками являлись и дети многодетных родителей. Согласно вышеуказанному документу, большим количеством детей обладали дегенеративные матери с большим количеством грехов. Желательно было также то, чтобы оба супруга не были последними детьми в семьях, ведь хуже всех получается именно последний ребенок. Фальшивая инструкция. Вышеперечисленные требования неудивительны, ведь в данную структуру кадры отбирались с особой тщательностью. Тем не менее, бытует мнение, что рассекреченная инструкция, содержащая критерии для отбора кадров от 21.12.1938 года, является подделкой. Поводом для сомнений стал напечатанный во многих изданиях титульный лист рассекреченного документа, точнее только его наличие и полное отсутствие других страниц инструкции, ведь документ рассекретили, следовательно, обнародовать его можно было полностью. В случае, если было бы невозможно полное издание инструкции, то помех к публикации наиболее важных изображений, отраженной в ней информации, не было. Свою версию фальсификации инструкции представили и авторы издания о расовых доктринах, несостоятельны, но правдоподобны. Данный вывод сделан был ими на основании использовавшегося шрифта, который относится к малопопулярным шрифтам того времени. Также считается, что шрифт, который использовался при создании документа, отражает низкую полиграфическую культуру, которая не может быть характерна для такого важного документа 30-х годов. На основании этого авторами вышеупомянутого издания было предположено, что документ был создан позже, после чего к нему был добавлен титульный лист от настоящей инструкции. Почти все упомянутые книги были написаны авторами еврейской национальности. Исходя из этого можно сделать вывод, что все они лживы, так как евреи ненавидели Сталина и все, что связано с СССР и советскими людьми. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании.
Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.